Приветствую вас, друзья! В этом ролике вы узнаете, как сделать вот такие вот клевые камешки, которые вы видите за моей спиной. Здесь будет вот такой вот зеленый островочек внутри, такой, скажем, ландшафтный дизайн. Вот такие булыжники, вот такие блоки. Все подробно в этом ролике. Поехали! Так, друзья, приступаем к покраске. Значит, первым делом нужно загрунтовать основание. В грунтовку я добавил колера черного, фисташкового и коричневого. Пропорции примерно все 1 к 1, ну, где-то по 3% от массы грунта. Для чего я это делаю? Для того, чтобы все низа, все трещинки, все щели у меня оказались темного цвета. Вот при подсыхании вот такой получается цвет. Видите? Такой вот грязно какой-то коричневый. Все, грунтуем полностью. Хорошенечко заливаем. Можно кисточками, у кого нет краскопульта. Подложечный грунт нанесен. Обязательно дожидайтесь полного высыхания материала. Это от получаса до часа занимает времени. Зато после подсыхания вы видите, какой тон у вас получается. Меня этот тон абсолютно устраивает. Такой, как я и хотел. Поэтому я продолжаю дальше. Для этого проекта, друзья, я выбрал необычные тона и взял краску. Это была база С. Обязательно учитывайте этот вариант, она хорошо колируется в яркие тона. И добавил туда песочный колер по массе 10% от массы краски. Это допустимое соотношение, рекомендованное производителем колера. 10% от массы краски — это его максимальное значение. Я добавил, меня немножечко он не устроил, он был светловат, поэтому я сюда добавил карамельного колера и тщательно это все перемешал. После чего сделал пробный открасик маленький такой, подождал подсыхания. В покраске важно не спешить, всегда дожидайтесь подсыхания материала, потому что некоторые тона светлеют, некоторые темнеют, и это очень важно учитывать. Вот таким образом нанес. После того, как образец подсох и он меня устроил, я принялся к полной покраске. Но здесь я не усердствую, я не заливаю сплошным таким жирным слоем, а наношу первый легкий базовый слой. Мне важно, чтобы темный грунт, он оставался, он просвечивался, и он выдавал вот эту темноту. Вот, я подождал где-то около часа, краска подсохла, поменяла свой оттенок, и я вижу, что и вы видите, как темный грунт, он остается. Вот некоторые камешки я вторым слоем пробежался. Сейчас он еще свеженький, поэтому он светленький. И выборочно некоторые камни я прошел вторым слоем. Но опять же, не полностью заливай, а частично, чтобы темный грунт еще все-таки оставлял такую вот прозрачность. Вот после подсыхания, через где-то минут 40,
это выглядит вот так. Все получилось, конечно же, классно, но нам этого не хватило. И я принялся проходить второй слой. Реально второй слой, но опять же легким напылением. Красочка она густенькая. Я ее водой практически не разбавлял, там может быть на 3-5% максимум. И то грунтом разбавлял. И прошелся второй слой, ну так, выборочно побольше добавил, выборочно поменьше. Это на ваше усмотрение уже, как вы увидите это дело. Элемент художества, творчества у каждого присутствует свой. Далее этап не менее интересный. Я взял эту красочку базу С и добавил туда коричневого колера по массе где-то около 10%. И он получился достаточно такой хороший коричневый цвет. И я им решил пройтись в легкую. Просто слегка сделать такой легкий полутон. Полутон такой, коричневинку такую добавить. Потому что темнота, она просачивается сквозь песочный цвет. И теперь я решил добавить вот такого шоколадного оттенка, пройдясь слегка легкими движениями по макушечкам. Вы видите, набрал материал на кисть, об губку кисть вытер, и слегка нам нужно такое легкое проявление вот этого шоколадного цвета. Вы можете взять любой оттенок, который вам понравится, но следуйте инструкциям производителя колера. Если он пишет, что допустимое максимальное соотношение 5% от массы краски, значит лейте не больше 5. На свое усмотрение вы уже можете проходить где-то пожирнее, где-то поменьше. Это уже все в ваших руках. Но я прохожу достаточно легким слоем, так как при высыхании, запомните, вот, допустим, темный тон, он сначала такой светленький, его практически не видно, но при подсыхании через полчаса он уже начинает темнеть. Поэтому учитывайте эти моменты и не переусердствуйте с самого начала, а лучше подождите. Конечно же, такая покраска занимает очень много времени, нужно красить, нужно засекать время на подсыхание, смотреть, изучать, экспериментировать, но результат, он должен вас радовать, и процесс доставлять удовольствие. Да, кстати, друзья, в прошлом видео полная версия про цоколь. Я там вроде как накосячил с музыкой. Не знаю, хотя очень тихо я ее туда вставил, но многие пожаловались, написали, что она просто достает вас. Я учитываю ваши все пожелания, и в этом ролике я не вставляю музыку. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, как лучше. Спасибо вам огромное. С вами я становлюсь лучше для вас. Этот срезок я решил показать, потому что сел по направлению по солнцу. Считаю, что камера так лучше передаст цвета, и вы сразу же увидите вот эту вот шоколадную такую, шоколадную нотку, оттеночек этот. Друзья, ну вот так слегка, я лично прошел слегка, потому что стиль предусматривал именно вот такое легкое нанесение, но дальше еще будет несколько слоев. Если вы смотрите с перемотками, конечно же, вы много чего упустите. Посмотрите, если и перематываете, то перематывайте понемножку, по чуть-чуть. Тогда вам будет намного все понятнее. Вот так, друзья, уже получается. Мне нравится. Но еще не хватает. Вы уже смотрите и представляете, какие бы вы добавили сюда тона. И это здорово. Вы уже фантазируете. А я сейчас расскажу вам, что я еще добавил. Первый оттенок, базовый, песочный, который вы помните, я наносил в начале, я добавил оранжевого колера. Оранжевый, его добавлял совсем немножко в бежевый.
Да, друзья, именно оранжевого колера. Но совсем немножко, совсем чуть-чуть. Ну, не знаю, может быть 2-3% от всей массы. Но главное, чтобы вы вот эти добавления всегда делали понемножку и пробовали. Попробовали, подождали. И вот этот оранжевый цвет, он дал такой яркий, такой вот насыщенность, такую вот рыжинку такую красивую. Дальше я вот справа в баночке замешал коричневый, тот тон, вы помните, и вот этот свой персиковый, я его так назвал, я замешал один к одному, получился такой вот светло-коричневый кофе с молоком. И в него вот сейчас добавил бордовый, такой красно-коричневый колер он называется, от фирмы Палиш. Но я здесь чуть-чуть переборщил. После того, как перемешал, я увидел, что ну прям такой розовый, какой-то бордовый, ну чересчур, да. И я тогда стал его затемнять коричневым оттенком. Поэтому, друзья, вот особенно с такими яркими тонами, будьте очень осторожны, понемножку, совсем буквально там по одной, по две капельки наливайте, перемешивайте, наливайте, перемешивайте. Тогда вы увидите тот тон, который вам нужен. Здесь, конечно, мне коричневого пришлось несколько раз влить, чтобы затемнить вот эту красность такую. Видите, да? Немножечко темнеет. Но я еще добавил. Но тоже не переборщить с коричневым. Мне именно нужен бордовый оттенок. Вот немножко бордового на некоторых камешках нужно было сделать такие вкрапления. Все, цвет меня устроил. Коричневый закрыл, убрал в сторонку. Приступаем к локальному подкрасу. Конечно же, друзья, вот такая вот легкая разнотонка, она без краскопульта ну практически невозможно. Либо кисточками, либо губками это все наносить можно, но это очень тяжело и трудоемко. Если у вас нет краскопульта и вы хотите сделать вот нечто подобное, у меня есть обзор на краскопульты, достаточно хорошие, проверенные и недорогие. Вам не нужно покупать профессиональный, как у меня, если вы этим занимаетесь разово. Ссылку на обзор про краскопульты я оставлю в описании. Зайдите и посмотрите. За 3000 рублей можно взять достаточно хороший краскопульт, и он в частном доме пригодится вам всегда. Мокрый камень. Пропитка силиконовая гидрофобизирующая. Фирму можете брать любую другую, но это в принципе хорошая, мне нравится, проверенная фирма. Ей прошли на один слой. Расход этой пропитки где-то идет 80 миллилитров на квадратный метр. До 100 миллилитров. Вот рассчитывайте. На этом этапе, друзья, я показываю уже процесс обработки гидрофобизатором, силиконовой пропиткой. Это уже финишный этап, но, к сожалению, не записался еще один этап. Так получилось, так вышло, я не дожал кнопку на камере. И перед тем, как пройтись гидрофобизатором, я вам скажу, что с бордовеньким я чутка переборщил. Реально, чутка переборщил, и я взял свой персиковый тон и пробежался по бордовому еще, как бы закрыл его, немножечко просто перекрыл. Но его было слишком много, и заказчик пожелал, чтобы избавиться от этого вот бордового, а перекрыть вот таким вот персиковым, светлым, песочно-персиковым таким оттеночком. И тогда все получилось хорошо, от бордового ушли, и вы видите, на некоторых камнях все-таки он остался, а на некоторых камнях я его практически вывел. Ну и процесс пропитки силиконовой. Очень важный момент, он придает такой глянец, камень блестит, защищает еще лучше водоотталкивающие свойства, получает наш камешек. И тщательно прохожу. Где-то если остаются капельки вот такие, чтобы они не подсыхали прям таким силиконом, их нужно пройти, вот растушевать там через несколько минут. Пройдитесь по поверхности и кисточкой все это
Хорошенько растушуйте, чтобы не оставалось таких потеков, там капель локальных. Вот вы видите, какие тона. Ну, пока все это, конечно, в свежем виде, но смотрится уже очень-очень достойно. А для тех, кто смотрит меня внимательно, я подскажу, вы видите вот эти такие темно-зелененькие еще локальные пятна. Я взял цвет палевый. Секундочку, вот палевый. Палевый, ну такой зеленый, да? Как он там еще называется? Оливковый. От фирмы Палиш, он так и называется, палевый. Можно взять оливковый, можно взять палевый. Вот такой темно-зеленца. Цвет такого мха, что ли, такого состаренного камешка. И я пробежался им буквально в легкую. Буквально слегка, вы видите, кое-где этот тон, мало того, что черный грунт, который был в начале, он проявился. И еще кое-где я прошелся вот этим палевым цветом. И он дал такую вот зеленцу определенную, локально, буквально местами. Это дало обалденный эффект. Не знаю, нравится ли вам. Ну, заказчики у меня довольны. Я работой доволен. Очень классно и натурально получилось. Имитация восточного песчаника, я считаю, удалась. А как считаете вы? Оставьте, конечно же, свои комментарии. Без них мне будет тяжело творить и учитывать ваши пожелания, чтобы вы смогли научиться и своими руками сделать нечто подобное. Ну а сейчас будет нарезочка уже готовых работ. Посмотрите, как все получилось. Тут без комментариев. Единственное, что могу добавить, друзья, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И кто не подписался, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик. Это очень важно, вы будете получать первыми уведомления о выходе новых роликов. Ну а я желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Пока.